начнем кидать в этот автомат, который все хавает и хавает деньгу. Давай, иди. Так, уходит. Итак, народ, всем привет! Доброе утро! Сегодня суббота. Сегодня у нас последний день июля. Завтра начинается 1 августа, воскресенье. 21 год на дворе. Послушайте, как я и обещал, что надо как-то приехать и показать вам немножко другие районы. Сегодня мы этим и займемся. Я оставил машину. Смотрите, как поступают правильные граждане в Аргентине. Я заплатил хоть что-то, хотя бы там, ну не знаю, за час там. И оставил машину здесь. Хотя ни у кого больше нет. Потом я соединился по WhatsApp. Есть у нас такой WhatsApp. Хотите, я вам сейчас покажу. Наверное, покажу. Бо мне надо, чтобы он открылся на меня телефон. Ну, в общем, есть WhatsApp городской, где ты можешь узнать, где можно останавливаться и где нет. И там написано, что в таких местах сегодня, в общем, можно стоять бесплатно 24 часа в сутки. Во всяком случае, с левой стороны, с этой. То есть с правой запрещено, где стоят 3 машины. Потому что сказали, что до августа как бы разрешено еще, если есть партиметр это куда платишь, вот этот вот, то можно не платить и стоять 24 часа в сутки бесплатно. Но это еще до понедельника. С понедельника все становится на свои места, то есть если есть партиметр, надо платить. Так что ладно, на всякий случай я оставляю машину здесь, в центре, бо у меня сегодня путешествие. Я вам сейчас этот маленький парчик чуток покажу. Я когда-то в нем много проработал в свое время. Тут у меня была торговая точечка. Ну это так, старые воспоминания. И мы пойдем гулять. Знаете, куда мы пойдем гулять сегодня? В самый дорогой район Буэнос-Айреса. Самый дорогой район, я имею в виду по жилью. Так, мне звонят. Так, этот парчик изменился. Здесь понаставляли вот таких всяких штучек. Но мы сегодня не к нему. Это просто я так немножечко зашел. Бо я в прошлый раз, когда тут на парк ездил, немножко показал, но было мало. Сегодня я сказал, да, суббота. И сейчас мы пойдем в тот район, который я рассказывал. Это будет самый дорогой район, имеется в виду по жилью. Не знаю, как там насчет продуктов и всего такого, а вот именно по тому, если вы хотите там снимать жилье или вы хотите там купить жилье. Ну, сначала мы туда пойдем, а потом это самое. Так что сегодня готовьтесь за попкорном всяким, там запасайтесь, всем остальным, потому что будем гулять, наверное, долго. Ну, если сильно уж вам будет надоедать, можете поставить на паузу, закладки и потом дальше как бы продолжать. Это Аргентина, не удивляйтесь, что мы в куртках, потому что у нас июль месяц, это середина зимы. У нас официально зима идет до 21 сентября. Сейчас у нас заканчиваются зимние каникулы. Вот. Мы переходим в этот район. То есть вот сейчас мы перейдем вот эту вот улицу. И в принципе это будет считаться уже Пуэрто-Мадеро. Я не знаю, сколько вот эти ресторанчики год стоят, но мне кажется, что это очень старые ресторанчики. Вот такие, видите, кирпичного, красного кирпича, очень популярные между туристами и всем остальным. Дело в том, что сейчас, конечно, в связи с этим годом, как вы знаете, все там локдаунами и всем остальным, очень сильно похерился туризм. Ну и работа в микроцентре во всяких офисах, все же на онлайне. Соответственно, конечно, это все в упадке будет, чуть-чуть закрытое, потому что, ну, мало кто тут будет. А в субботу и подавно, тут ничего не работает в субботу. Вот какие тут офисы. Сейчас, ребятки, смотрите, вы пока рассматриваете, тут и Samsung есть, и это, и Microsoft тут есть, офисы.
здоровенющие. Когда я сюда приехал, то еще, честно говоря, этот Пуэрто-Мадеро не существовал. То есть, как, не все, вот эти вот существовали, но мы сейчас перейдем на другую сторону канала, и вот то место еще не существовало, не было еще застройки, это был еще пустырь. Надеюсь, вам хорошо видно, я постараюсь не очень быстро махать камерой, чтобы вы все могли порассматривать. Вот. Я, конечно, не буду тут вести исторические события, всякие там рассказывать конкретно сухие, как Википедия, там кто, когда организовался. Я этого особо и не знаю, да и не нужно. Кто захочет, поищет все это, как говорят, в интернете и во всем остальном. Мы сейчас будем гулять. Так, что тут? Никто меня не переедет? Вроде бы нет. Вон, смотрите, бомжик около путей, наверное, живет. Вон с бачка моет себе голову. Проснулся утром, вон там его шмотки-манатки. Так, наверное, мы сможем заглянуть еще на новую нашу вот эту линию, которую создали. Я в нее еще, кстати, не заглядывал. Вот смотрите, здесь раньше все было забито вот это грузовиками. Почему? Потому что там порт грузовой. И оттуда грузовики возят всякие товары, контейнера. Сделали подземную, специально подземную линию для грузовиков, которая потом выводит на автописты. Это вот видно с флагом с таким, это Букебус. Букебус это паром, который ходит, скажем так, кораблик, который ходит отсюда и в Уругвай. Вот. А вот эта линия подземная для грузовиков, смотрите. Она идет здесь под землей, сверху ходят легковушки. А это специально сделанное, ну там автобусы еще какие-то проезжают, видите? То есть разгрузили. Раньше проехать здесь было почти невозможно. Сюда бежал этот район чисто из-за грузовиков, потому что они со своими контейнерами забивали все и невозможно было ехать. Теперь это решилось вот так. Так что здесь все вот изменилось, как вы видите. Ну, может, еще кто и не знает, изменилось это или нет, может, он других вещей еще не видел. Хотя где-то давно-давно я снимал в этом районе. Ну, я и сам вижу, что много чего изменилось. Вот, смотрите. Велосипедные дорожки, я сейчас стою на ней. Но сейчас велосипедистов нет, меня никто не переедет. Видите, выделенные. Очень широкие тротуары сделали. И сверху ходят легковушки, рейсовые автобусы, такси, все такое, да? И вот мы переходим улицу и попадаем в эти вот все ресторанчики. Ну, я же говорю, суббота утром. В принципе, они работают. Вот разгружаются, товары привозят им. Но работать-то они будут вечером. И сейчас перейдем. Сейчас пойдем. И перейдем, знаете куда? Перейдем мы вот сзади за эти ресторанчики пойдем, и мы уже будем гулять. То есть, а там это считается микроцентр. Это будет другое кино. Здесь Пуэрто-Мадеро начинается с этих ресторанчиков. Как вам такие вот архитектура? Раньше очень дорогое и престижное место. Сейчас не знаю насчет в связи с этой пандемией. Сюда. Здесь, кстати, пиво покатилось. Хотела отойти, чтобы эта мусорка уехала, не гремела, это мусор, да? Вот, смотрите, гуляем. Ну, ресторан вот готовится открываться, значит, народ еще тут сидит. Вот, значит, хотел рассказать, что раньше еще когда-то вот здесь, где-то в этих ресторанах, напротив лунопарка, я ходил и смотрел машину президента США. Почему машину президента США? Потому что
Еще тогда, по-моему, правил Менен, по-моему, был президентом в Аргентине. А в этом самом, по-моему, был Клинтон. Я могу ошибаться немного, но, наверное, все-таки было так. И вот, когда президент США прилетал в Аргентину, я как раз работал вот здесь около Луна-парка. И вот их кортеж ехал, и они остановились и встречались в одном из этих ресторанов. Здесь остановилась машина, вышел Клинтон, пошел в ресторан, приехал Меннен и этот самый. И они там сначала встретились, по-моему. В общем, я подошел к машине, когда сначала не пускали, где-то за 100 метров не пускали до машины. Когда выходил именно президент, он зашел в ресторан, до машины начали пускать. Можно было подходить буквально за метр, нельзя было руками трогать. Стояло 4 охранника, то есть охранников было много, но около самой машины с 4 сторон по углам стояли 4 охранника. Вот. И можно было заглядывать, вот смотреть, нельзя было руками дотрагиваться до машины. Но, в принципе, я тогда был здесь и смотрел, и видел, как говорят, этот броневичок своими глазами. Смотрим на это все хозяйство, смотрите. В основном вот. Так, кстати, яхты, по-моему, раньше здесь тоже было очень мало, теперь стало побольше в этом канале. Здесь есть раздвижные мосты, которые вот проезжают эти, а потом они открываются, и яхты могут выйти, видите? Вот. Это мы идем с этой стороны уже, не шумной. Вот, там есть у нас Пуэнте де ла Мухер, типа мост женщины, или как его еще можно сказать. Здесь, смотрите, всевозможные дорогие паришки. Круто. Вот, значит, вот я что хотел рассказать, что вот этого района, вот, раньше, когда мы приехали сюда, его не существовало как такового. Это самый молодой район, скажем так, города Буэнос-Айрес. Смотрите, старина вам сочетается этим, наверное, там лет по 200 уже, этим зданием. И новые, которые построились меньше, чем я живу в Аргентине. Когда мы сюда приехали, здесь был пустырь. Здесь был пустырь. И мы ходили к воде через пустырь здесь. И в тех местах, после этого моста, который сейчас проезжают машины, был еще на гастроли приезжал когда-то цирк, такой бразильский цирк. Там, кстати, работали русско-украинские артисты тоже, в том числе, кроме всех других национальностей. Там был цирк Тиани. Мы в него ходили около 3 раз, нам так нравилось. Он расставлял палатки на этом пустыре, все, и там стояли, ну, в общем, когда гастролируют цирки, они там стояли. Прикинули, да? Так, как по мне, так вот этого вот порта тоже не было, потому что не было здесь столько яхт в последнее время. Это все понастраивали по-новому, смотрите. Спуски к воде, наверное, тоже причалы всевозможные. Все тут расстраивается. Давно я просто не был. Так вот, я же говорю. Мы тогда жили в другом районе, не на Бельграно, а здесь, в Альмагро, скажем так. И сюда приходили погулять к воде и, соответственно, ходили в этот цирк. Это еще я хотел устроиться туда на работу. Мой дружок побежал и впереди меня устроился. Сейчас он уже в Штатах. Славик, привет, если смотрит. Вот. И мы ходили туда 3 или 4 раза на представление в этом цирке, еще потому, что наши русскоязычные артисты нас туда пропускали бесплатно. Как бедных иммигрантов, которые... Это было еще в конце 90-х, в начале 2000-х, точный год уже не помню. Так что все, вот эти все здания построены после того, как здесь, как говорят, был на пустыре цирк. Почему еще считается самый дорогой район? Потому что, к примеру, для сравнения, да, средняя цена квартир в Буэнос-Айресе, нет, не квартир, я скажу так, средняя цена квадратного метра, если вы хотите купить в Буэнос-Айресе жилье, стоит в районе, все зависит от района, допустим, Альмагро район стоит где-то сейчас в среднем $2700 за квадратный метр жилье. В других районах, наподобие Бельграно, ну нет, стоит
3300 квадратный метр жилья, если вы покупаете. Да? Соответственно, вы понимаете, то есть жилье стоит во всех районах практически Буэнос-Айреса от 2700 до 3300 долларов. Все зависит от района за квадратный метр. Вот. В этом районе жилье стоит, чтобы купить за квадратный метр, 6000 долларов. Вот вам и разница. Теперь, я так перед этим просмотрел сегодня, вчера немножко. К примеру, снять квартиру. В наших районах снять квартиру в Буэнос-Айресе, я имею в виду двухкомнатную, будем брать что-нибудь такое более понятное, то есть двухкомнатную квартиру. Это одна спальня, одна другая комната, ну, типа общая, такая двухкомнатная. То есть не две спальни, а потом еще всякие эти, а две комнаты. Двухкомнатная квартира у нас стоит в среднем 40-45 тысяч в престижных районах, наподобие Бельграну. Я вот недавно заглядывал, у нас за углом 45 тысяч стоит. Ну и в некоторых там по 40 тысяч стоит. Съем квартиры, это что хозяин вам будет сдавать. Здесь та же самая двухкомнатная квартира стоит от 86 тысяч в месяц. Съем. Песах, это уже не доллары, это уже аргентинские песы. Вот потому я вам и рассказываю, что это такое вот как бы считается престижный, дорогой. Здесь живут наши миллионеры, живут белые люди. Ну, белые люди везде живут. Это я просто насмехаюсь, когда мне там это пишут, там, белым человеком никогда не станешь. Я не знаю, если у вас такие цены, как здесь, и здесь люди на это еще зарабатывают. Так что некоторые грубо ошибаются насчет города Буэнос-Айрес и Аргентины вообще. Я вчера так что-то меня закосило, подумал, думаю, а ведь на самом деле Аргентина это же одна из самых прекрасных стран мира. Давайте, назовите мне страну, в которой можно найти, допустим, океан, можно найти с другой стороны горы Анды, можно найти тропики и можно найти ледники. Вот назовите, существует еще вторая страна в мире со всеми этими штуками, соответственно, со всякими ресурсами. Потому что в горах свои ресурсы, в пустынях свои ресурсы и все остальное. Вот. А теперь еще назовите мне тоже такую страну, в которой она настолько интернациональная, и в ней нет вот этой интернациональной розни. То есть перуанец, ты китаец, ты русский, украинец, вот. Или итальянец. Никто никого не по национальности именно не шугает, не унижает, не оскорбляет. Если назовете, ну прекрасно, давайте. Интересно будет увидеть в комментариях, сколько таких стран найдется. Вот. А то ж все свое корыто хвалят с утра до вечера, пытаются везде обгадить, что нет, Аргентина, это там Южная Америка, это там недоразвитые, это там живут какие-то не такие. Так вот, давайте пойдем от фактов, а не от ваших эмоций. Сможете ли вы, такие белые люди в той стороне, приехать купить у нас в Буэнос-Айресе себе квартирку свободно? Кстати, какой корабль. Одуренно, мне нравится, я на таком бы поплавал. Тем более у меня есть права управлять всякими штуками. Смотрите, классный корабль. Бочка есть для наблюдения сверху. Гляньте. Так, и там есть народ в середине. Интересно, туда можно пойти поснимать? Так, написано на ней даже название. Смотрите, какой корабль классный. Так, сейчас мы тут все рассмотрим. Сейчас мы пойдем немножко погуляем по всему этому месту. Вот, ну, наверное, это даже можно и походить по нему, потому что он фотки и все такое, бачите? Вот. La Armada de la Argentina desde 1902 год. Типа стоял он на вооружении в 1902 году еще. Буки музео, то есть это музей корвета Ара Уругвай.
Так что это музей. Но, наверное, он сейчас закрыт, я так понимаю, этот музей, потому что все вот спуски к нему закрыты. А то бы я вам, конечно, поснимал бы этот музейчик. А дальше стоит еще один кораблик, я когда-то в нем снимал. Он там мачты видны. Не знаю, наверное, тоже еще закрыт. Но мы же пойдем сейчас вот в этот райончик гулять. Правда? За этим райончиком сзади находится Костанера Сур. Вот я частенько показывал, и сегодня, кстати, хочу ее посетить снова. В нашем районе называется Костанера Норте. Костанера это набережная. Вот. Так вот у нас Костанера Норте, то есть северная набережная. А здесь Сур, это южная набережная. Костанера Сур, это переводится южная набережная. Там вдалеке мы смотрим такой розовый домик, это дом правительства, розовый дом. Белый дом все какой, у нас розовый дом. Вот. Тут мы уже сзади за этим делом видели раньше, кто следит, Корео центральную почту, бывшую, теперь музей Кишнера. Там впереди у нас есть еще Министерство обороны. А здесь у нас стоят надувные лодки, и это написано префектура. Префектура – это морская полиция аргентинская, префектура Наваль, морская полиция. Вот их лодочки, мотоцикл де префектура. Это их такой причал, где они спускаются, наверное, чтобы тут что-то выплывать, что-то там смотреть, он будет выходить. Так, вот. Так что, ребята, наслаждайтесь. Специально сегодня, в субботу, не поехал на рыбалку, думаю, не, надо вам что-то такое показать интересненькое. Вот, не только в своем районе. И тем более, когда-то я показывал, но дело в том, что не все смотрят старые видео, это раз. А второе, я думаю, что просто в лучшем качестве можно красивее все рассмотреть. Так что пойдем мы прямо до этого Пуэрто-де-ла-Мухер. Вот, там микроцентр. Это я тоже сегодня собираюсь посетить. Но все сразу не это. Отель Хилтон. Вот. Проедут машины и пойдем. Ну, да ладно, пошли. Уже тут нас, в принципе, пропускают. Нравится вам такое? Можно здесь перейти в район, но мы пойдем по красивому мосту, зачем нам просто так, где попало, переходить. И вот про той второй кораблик я когда-то снимал, ходил на нем, там все показывал, но это для любителей такого старенького кораблика. Народ с утра бегает, если вы заметите, он по мосту, народ уже занимается пробежками. И вот тут я уже вижу, впереди тоже народ занимается пробежками, то есть утренние пробежки. Так. Рассмотрим с этого места. Все аккуратненько. О, не знаю, кто там, но он Евросоюза флаг торчит, веет посрединке, и еще каких-то пару флагов. Ну, отсюда мне особо как бы не очень видно. Так что пойдем гулять дальше. Будем наслаждаться красивым городом Буэнос-Айрес. Так что сильно не плачьте, у кого там не такой город красивый. Прямо не рыдайте уж, так и быть. Я вам покажу, вы здесь вот понаслаждаетесь. А то вечно со мной пытаются спорить, оспаривать. Я показываю одно, они нет, там людоеды, нет, там не так. Ну вот, смотрите, так, не так. Сами решайте. Вот это я имел в виду. Мост называется Пуэнте-де-ла-Мухер. Кстати, с него перебежало много спортсменов, которые, наверное, побегут сейчас в парках. Вентиляция, бегать. Вот. Смотрите, какая красотища. Этот, кстати, мост тоже разводной, потому что, вон, видите, корабль стоит. Если его надо будет вытащить по какой-то причине, это разводится. Вот если вы заметили, смотрите,
Есть центральная опора такая большая, и есть потом маленькие опоры. Так вот это вот участок от этой маленькой опоры до той маленькой опоры, он разворачивается на вот этой большой опоре. То есть вот эта часть разворачивается, и получается вот этот пролет для судоходства. Если нужно, его развернут. Если нужно будет кому-то сильно зайти или что-то сильно вытащить отсюда по каналу. И все тут мосты именно так разводятся. То есть они вверх не поднимаются, они просто крутятся. А ресторанчики красивенькие с той стороны. Сейчас мы везде там все обгуляем. Может, кому скучно, можете перетянуть чуток там вперед. Ну, я не хочу прямо резать на кусочки, и просто чтобы они мелькали каждую секунду, и у вас что-то новая картинка менялась. Потому что так не рассмотришь. Тем более многие люди смотрят совсем на другие вещи. К примеру, там на каких-нибудь целующихся девушек, которые мимо проходят, там, или еще на что-нибудь. Вот, а не на то, что там я направляю. Вот, к примеру, на то, что среди зимы цветут кусты. Видите, это середина зимы в Буэнос-Айресе цветы растут. Вот. Видно, да? Видите? Вот. Через полтора месяца официально будет наступать весна. Но у нас в Буэнос-Айресе это до лампочки весна. Вот, губки красят, сидят себе. Надо чем-то заниматься. Вот. Они раскрашивают губки. Bank of China с той стороны торчит. Так, ну на корабль мы сегодня не пойдем, тем более, если уж так сильно надо именно тот корабль, то я на нем снимал, и видео на канале есть. Я могу поискать, порыться в своих каких-то давних видео и найти и поставить ссылочку. Если кому сильно интересует, напишите, я вам поставлю ссылочку того корабля, где в середине что да как. Ибо я точно помню, что я на него ходил, снимал еще своей первой камерой. Тогда я и по Пуэрто-Мадеро ходил, но после того все сильно изменилось. Видите, расставляется, считай, сколько столиков выносятся. Тут ночью вообще куча гулек. Меня же спрашивали, что ночью Буэнос-Айрес делает. Я отвечал, гуляет Буэнос-Айрес ночью. Вот тут, особенно в Пуэрто-Мадеро, во всем, да и в наших районах, тут люди сидят в ресторанах, хавают в Парижах. По-нашему это Париж, а в принципе это мангал, скажем так. Хавают мясо с мангала, развлекается, встречается со своими друзьями, встречается со своими родственниками, так сказать, девушки, парни и все такое. Так что вот этим занимается Буэнос-Айрес ночью. И не думайте, что тут прямо там, як один, там ничейная земля, кто что хочет, то и робит. Брехня это полнейшая. Тут могут только делать то, что нужно. Кстати, я не был на тех лесенках, на тех возвышенностях никогда. На обратном пути надо обязательно зайти. Это Министерство обороны. Только задняя часть, вид сзади, скажем так. Ладно, ребятки, аж так не пойдем. Если что, мы там перейдем и посмотрим. Мы пойдем по этому Пуэнте де ла Мухер. Смотрите, вот оно. Перейдем на ту сторону нового района. Да. Это называется музей Буке Музео Фрагата Ара Президенте Сармиенто. Это называется музей фрегата, который называется Президент Сармиенто. Был такой президент в Аргентине, вот в честь его назван этот фрегат, и это тоже является музеем. Сейчас там вижу, народ убирает на трапах, там чистит все, и потом можете заходить и наблюдать все, что вам интересно. Вот Каса Росада, то есть этот самый. А там, кстати, прыгает гимназия. Вот они бежали, я их видел сдалека наверху. Вот розовый дом. Но мы продолжаем дальше. Значит, когда этот мост поворачивается, чтобы он просто так не висел, он ложится на вот ту опору. Вот этот край, по которому я сейчас иду, он поворачивается и начинает ложиться. Вот сейчас мы дойдем до того места, от которого он поворачивается. Вот он разрезан, этот мост, смотрите. Видите?
Вот есть прорезь к мосту. Вон. Тык-тык. Вот замок моста. Вот тоже прорезь. И эта часть уходит и ложится вот на ту опору. Чтобы она длинная. И получается, она лежит так, и мост открыт. Как вам это все нравится? А то меня мои зрительницы уже вчера намекали мне на: вы же обещали показать нам Пуэрто-Мадеро. А обещание надо выполнять, значит. Давайте я вам тут немножко тоже покажусь. Я нарушаю правила наши, снял маску, но это чисто для того, чтобы был нормальный звук, вам можно было что-нибудь объяснить, а не бубнеть. Из-за этого, честно говоря, если бы я не занимался конкретно сейчас съемками, я бы маску не снимал. Вот. И стараюсь обходить людей немножко дальше, потому что они смотрят на меня как на дурковатого, который ходит без маски. Так что я стараюсь их не сильно пугать своим видом. Вот. У нас же страна немножко другая. У нас же все-таки это южное полушарие, а в южном полушарии люди живут на южный манер. Вот. Смотрите. Так, скоро надо будет сменить батарейку, потому что уже скоро я угашу. Ну, я взял с собой на всякий случай 3 батарейки, не знаю, хватит ли мне на весь день моих съемок. Ну, тут хватит в этом, а дальше я их перезаряжу и пойдем в другие места гулять. Здесь, смотрите. Вот это и называется сам Пуэрто-Мадеро. Он, кстати, не такой же здоровый, хотя нормальный для района, смотрим. Оттуда он идет аж от Букебуса, в принципе, от того вот высокого дома. Вот там мы начали гулять. Вон первый, где флаг Аргентины висит за персоналем. Вот там мы начали, в принципе, заходили, да. Шли сюда, за вторым домиком, вот пришли до сюда. И вот еще осталось, смотрите, куда аж. Далековато, в принципе, да, нормально. По расстоянию. Так, по набережной мы этого канала уже немножко погуляли. Сейчас мы зайдем чуток в середину. Дальше за ним будет, как я и говорил, южная набережная. Это уже отдельная история. Это там заповедник такой городской. Он бесплатно. Можно походить там. Тоже есть уже видео на это, если кто-то сильно загорится желание сказать: Леонид, где там эта южная набережная, покажи, то я вам ссылочку дам. Мы уже там тоже снимали немножко, со Светой ходили. Таким образом вы сможете посмотреть. Рыбачить там запрещено, там заповедник, но там есть тоже пляж в плане позагорать, официальный пляж сделали там работники. Вот. Зайдем в середину райончика, посмотрим. Тут улочек, по-моему, 1 или 2. Больше и нету-то улочек. Они так вот в длину идут. Птицы наши. Скачут. Вон. Гимназии наши теперь занимаются в основной своей массе на улицах. Видите? Вот. Девочки там что-то тренируются. Не знаю, что они там делают. Пойдем вот по этой пройдемся немножко улице. Ну, сейчас тишина, потому что суббота, раннее утро. Понятно, что в тишину. В субботу в 9-10 утра кому это все, ну, как бы, еще там просыпается, потягивается, кофе попивает. Вот там уж за вот этой штукой, за этой горой, там уже тут парки, а дальше там озера есть кое-какие. А дальше там уже и набережная. Мы сегодня хотели посмотреть дома, квартирки. Каждый себе сможет подобрать, какую он там больше выбрал квартирку. Вот. Осмотреть, где он там лучше ему нравится, что какие у него должны быть соседи и все такое. Да? Вот смотрим. Так,
вот это у нас такая городская полиция едет. Видите, написано Транзито де ла Сьюдад. Транзито понятно, да? Де ла Сьюдад город. Вот, это городская полиция Буэнос-Айреса. Выглядит она вот так. И это имеется в виду городская полиция. А как? Полиция есть и вон другая. Я имею в виду Транзито. То есть это наши ГАИ, блин, городское. ГАИ. Именно не тот, который полиция, который реагирует там на всяких преступников. А это гаишники наши. Смотрите, авениды широкие. Значит, рядышком, вот я уже не стал сюда заезжать. Можно было бы сюда приехать, поставить машину, походить. Но я решил пешочком вам все. Пешочком. Парки для отдыха, где можно побегать, погулять с собаками, посидеть. И пройдемся чуток. Вот. Везде птицы поют в этом районе. Шума такого сильного нету. Это для, так сказать, тех, кто здесь живет, где им собачек погулять своих, видите, где походить, вот, где побегать старичкам, когда вы на пенсии, вам нечего делать, вон как тот, он просто себе бегает. Он особо не переживает, как ему там корову надо доить и все остальное. То есть вряд ли он думает о том, что ему надо хатку селить. Он, наверное, предпочитает просто со своей собачкой тут побегать, он тихонечко. Смотрим дальше. Здесь можете купить квартирку. Здесь очень хороший вид для вас будет, смотрите. Вот. В этих местах, я думаю, должно быть солнечно. Тут никто не закрывает, как говорят. Другой дом не закрывает этот дом. Тут солнечно, там через 100 метров находится река и Уругвай. Наверняка с крыши этого домика вы сможете в хорошую погоду посмотреть на Уругвай. Вот. Так, что-то я залез, а теперь я ж хотел внизу походить. Но, может, с этого места вам интереснее будет посмотреть. Скоро весна, скоро это все станет зелененьким. Вот, приехала полиция де Транзито, поставила загородки. Сейчас будут проверять проезжающие машины. Ну, в основном, что проверяют в проезжающих машинах? Наличие техпаспорта, наличие техосмотра, если у тебя страховка. Вон они, видите, приготавливаются с утра. Если у тебя страховка, ну и права у тебя нормальные или продленные нет. С этой стороны стала обычная полиция, которая просто что-нибудь может проверять другое. Или они сейчас кооперируются, как говорят, и этот самый, и будут проверять на обе стороны. То есть это у них, вон там можно спуститься. Так что это у нас такие проверки. Кстати, кто не знает, мало ли, вот не все просто могут знать вот такую фишку. В Аргентине существует, как техпаспорт, называется седула. Типа техпаспорт, что машина принадлежит тебе. Есть седула верде, есть седула асуль. Седула верде это типа паспорт зеленый. И асуль это синий. Что это обозначает? Седула верде дается хозяину машины. То есть хозяин машины получает седулу верду. Техпаспорт такой на машину, который зелененький. Вот. Другой, кто не хозяин, но вместо доверенности, если хозяин кому-то хочет, допустим, там ребенку своему сделать, там еще кому-то документ сделать, чтобы он мог машиной пользоваться и не просить все время не возить его, он делает седула асуль. То есть там будет указано имя, фамилия этого самого ребенка, и будет та же машина, и все, это полноправный владелец тоже этой машины, но не на него имя записана машина. Вот чем отличается. Но, выезжая за границу, и все, обе седулы работают нормально. Но я хотел сказать не про это. Допустим, имея я седулу асуль или верде, безразлично, я могу выехать этой машиной там, в соседнюю страну, там 5-10, и ехать там техосмотры делать. То есть ничем не отличается практически для этого. Это как доверенность такая генеральная. Но я про другое хотел сказать. К примеру,
по территории Аргентины не выедете за границу, но по территории Аргентины, если, к примеру, вам хозяин машины говорит: на, я тебе даю машину, поедь куда-то, то достаточно того, чтобы именно седулу верде, не асуль, а седулу верде, хозяин дал вам на руки. То есть она будет на него, но если она у вас на руках, вы можете ехать по всей Аргентине, это будет считаться тем, что вам доверили машину. Вот. Многие полицейские знают, что народ не всегда грамотный, начинает говорить: а откуда я знаю, что ты не украл? Так вот, для того, чтобы доказать, что ты не украл, они сами должны выяснять и доказать, что ты ее украл, а не ты должен доказать, что ты ее не украл. Так что, так как некоторые не знают таких тонкостей, они начинают пытаться выписать какой-нибудь штраф, потому что у тебя нету седулу асуль, а ты едешь с верде, а верде не на твое имя, скажем так. Соответственно, это неправильно. По нашим законам, на территории Аргентины, седула верде, переданная хозяином, не забранная, что доказано, что ты украл, что доказано, что ты просто у нее забрал, и он заявил там, или еще какие-нибудь проблемы с машиной, то просто переданная вам на руки седула верде является тем доказательством, что хозяин вам просто дал машину покататься. И вы на всей территории Аргентины имеете право на ней кататься. Это я просто увидел полицию и решил это рассказать. Так что, чтобы вы не думали, что если вам аргентинец дал седулу верде и сказал, что вы можете кататься, а вы скажете: да не, ну надо доверенность официальную. Нет, этого достаточно. Но по такому фокусу вы не сможете выехать за территорию страны. Вот начинаются проверки эти. Просто полицейские дела сюда, это просто полицейские наши городские, а то именно транзит, то есть те именно гаишники с той стороны. Так. Как вам мои истории? Не забыли там лайки поставить, дедушек, бабушек подписать, чтобы они видели, что тут происходит на самом деле. Они слушали всяких этих страшилки. Вот, с чуваком сфотографируюсь, с чуваками. Смотрите, вот мы, все кучкой. Как вам нравится? Ух ты. Чем народ занимается, катается на великах, вон, бегает, прогуливает собачек и наслаждается просто жизнью. У нас, как правило, раньше в особенности было много всевозможных марафонов. То есть, наверное, уж марафон они называются. У нас маратон еще они называются по-нашему. То есть каждую субботу и воскресенье любители в Буэнос-Айресе устраивали марафоны воскресные, любители побегать. Перекрывали им специально дороги, все остальное, и они бегали и хотели. Ну, в смысле, там на километражи, на то, на все, это очень было принято. Потом, после того, как, конечно, случилась эта вся пандемия, уже толпами собираться нельзя, и за это, ну, как бы, вот эти марафоны, как бы, правительство не проводит, именно городское правительство, такие организованные. Смотрите, здесь довольно нормально, идешь в тенек, под деревьями, акации, въезд в домик, ворота раздвижные, вот охранники за мной, которые смотрят за тем, чтобы всякие дурачки не забегали лишние в домике, а чтобы только свои заезжали. Вот. Можно и так постоять где-то сразу. Я вам рассказывал всегда, что если вы видите в Буэнос-Айресе чувака в галстуке, в костюме, и если он не является президентом, то это какой-нибудь работник нанятый, то есть, который должен соблюдать дресс-код, блин, потому что этот самый. Так, мотыки, какие здесь мотыки продают? Мотыки вот такие здесь продают в этом районе. Так, можно 50% скидка плюс 12 квот, то есть в 12 раз можешь платить. Вот, я так понимаю, это тоже что-то тут выставлено для рекламки, вот стоит. Работнички приехали. В общем, магазин мотиков. Мотогусу. Хорошие мотики. Так, какие вообще машины в этом районе? Вы обращаете внимание, правда? А то снова будут говорить, что
машин у вас нету, КамАЗ у вас не ездит по этому самому, по вашему Буэнос-Айресу. Конечно, у нас КамАЗы по Буэнос-Айресу не ездят. Поприкалываемся. Так, ну что, дойдем к тому перекрестку, пойдем где-нибудь потом ближе к набережной или как-то так. То в другую сторону пройдемся, еще поглядим. Ну что, балконы широкие, посмотрите на балкончики. Довольно приличный балкон для квартиры, правда? Вот, что на той стороне дома приличный балкон, что эти тоже хорошие. Везде птички цилкают. Довольно можно. Никто, конечно, не дымит там, мангал не палит на своем балконе. Я думаю, у них достаточно денег, чтобы позвонить и им принести еду с ресторана. Так что вон только цветочки разводят, многие цветные всякие штучки там понацепляли. Отдыхает народ. Отдыхает. Вон вышла третий сверху, если посмотреть, вон вышла работница, домоработница, мыть стекла на балконе. То есть у людей тут хватает, если такая стоимость жилья, то у них хватает на домработницы, на то, на все. Вот, видите, тут такие всякие монументики с бабушками. Вот такие фонарики стоят крутые. Так, здесь у нас что? Магазин продуктовый, правильно, потому что вот хамоны, вина, ноги, все как аргентинцы любят. Вот, видите, все как настоящий аргентинец любит. Тут можно посидеть. Тут можно вот купить такую ногу, продается эта нога прямо с этим ножиком. Вы ее сюда ставите тут на стол, садитесь с друзьями, и эту ногу чикаете и вином запиваете. Вот. Тут куча всяких колбасок в середине, хамончиков, да, это магазин всяких хамончиков. И вот вина, чтобы было, так сказать. Почем там сырки? Ну, по 400, по 500, ну, я так понимаю, это, наверное, за 100 грамм. Вряд ли это за килограмм, потому что у нас самый дешевый сыр, который можно найти в обычном супермаркете, это получается где-то 1000-1200. Это самый дешевый, самый офертон, или самая так скидка за килограмм. Мы вот были 3 дня назад, как раз сыры брали. Так что даже в таком обычном супермаркете, не в специализированном магазине, средняя цена, грубо выражаясь, 1200-1600 за килограмм твердого сыра. Вот. Если, конечно, какая-то скидка, там 5-10, то можно найти за 1000. Ну, остальное это уже не твердый сыр, не самый тот, который мы ожидаем. Так, на Костанеру я сегодня не попрусь, на Костанеру, на набережную. Сегодня у меня другие планы, показать вам трохи цивилизации. Потому что всяких парков, набережных и всего я часто показываю. Я там то на рыбалке, то еще на что-нибудь. А чуток какой-нибудь такой вот, чтобы вы смогли подобрать, я уже сказал, себе квартирку, вот, где вам лучше жить. Когда вам совсем дома плохо станет и не захочется вот, обрабатывать свой участок, то вы должны уже знать, где вам выбрать что-нибудь. Правильно? Вот, можете здесь пока присматривать. Сейчас перейдем вон к той машине, к тому мужику. Улиц тут немного, я же говорю, дальше это уже и Костанера. Вот уже в конце этой улицы. Там набережная, там уже река Рио-Уругвай. Вот там, кстати, тоже всякие такие интересные торговые точки. Я же говорю, заповедник городской, пляжик для загорания, не для купаний. Здесь вон велики. Берите платные, бесплатные, всякие существуют в Буэнос-Айресе, вон они на стоянке стоят. Там канал, который мы переходили. Так что сам этот узкий. Длинный, но узкий сам этот райончик. Вот. Там мы видели двух мужичков, там мы видели бабушку. Памятник здесь у нас вот есть тоже с гоночной машиной. Так,
Это до набережной. Для местных прогуляться, пойти на набережной погулять. То есть довольно широкие улицы, как вы видите. Смотрите, вон там дом. Потом идет сколько? Раз, два, три, четыре, 5 полос в одну сторону. Потом идет широчайший парк. И потом 5 полос в другую сторону. Вот. То есть очень даже ничего райончик. Ну ладно, давайте где-то так и сделаем. Пройдемся в ту сторону, покажу вам, где этот райончик как бы заканчивается. Не будем же в каждый дом таращиться. И пойдем через этот мост на другую сторону и посмотрим, что творится там. Слышите птичек? Так что здесь, в таком районе, еще куча всяких птичек. Вы можете слушать природу, сколько вам влезет, а не машины. Особенно, если вы живете вон там, где-то на тех этажах. Я думаю, там машин вообще не услышите. Так, одну батарейку я уже угасил, сменил батарейку, потому был перерыв. Ну, хочу же вам все показать, иначе как вы будете без меня знать вот это все место? Тем более крутенько показанное. Среди зимы, не говоря уже летом здесь народ вообще весело себя чувствует, прикиньте. Вот велики для любителей покататься на велику. У кого тут на машину не хватит в этом районе, может взять велик. Но в основном им пользуются студенты покататься, потому что им проще на занятия приехать и там на такой же стоянке этот велик оставить. Заодно немножко в форму себя поддерживает. Скамеечки, чтобы отдохнуть. Как всегда, старший брат следит за нами. Сколько там, 4 камеры находятся на столбе. Это камеры полиции, которые смотрят за порядком. Но это по всему Буэнос-Айресу. Это не думайте, что здесь следят, а у нас нет. У нас этих камер на каждом углу находится. Так что это весь Буэнос-Айрес теперь усеян камерами, за которыми полиция наблюдает через мониторы и этот самый. А еще новая примочка, когда-то показывал, но, наверное, не обратили внимания. Сейчас, вы знаете, есть такие, называются как бы энкаргадо, которые в домах, которые там убирают, 5-10. Но были еще такие, которые, ну, типа охранники, которые, ну, смотрели за тем, кого запускают в дом. Так вот, теперь все это стало более электронным. То есть охранник, мы не знаем, где сидит. Он только светится на большом экране при входе в холл. И он смотрит сразу во много мониторов, то есть он сразу много домов обслуживает. И везде с ним связь через камеру, и когда ты приходишь и ты там не живешь, то ты показываешь документ, через камеру ему говоришь, кто ты, он там сверяется в какую-то квартиру и открывает двери или нет. Это тоже теперь такое вот принято в Буэнос-Айресе. То есть один такой виртуальный охранник, который за всем смотрит, и если кто-то ломится, он тут же вызовет и полицию, и все, но он не находится в данном месте, смотрит и обслуживает сразу много домов. Выгоднее, дешевле и все такое. Так, вот уже вам как бы такая набережная. За этот набережной там резерва натураль, то есть, ну не парк, а как заповедничек такой, скажем, да? Туда вот вход есть тут, и в другом месте еще вход. А это набережная. На набережную люди приходят гулять. Там есть торговые точки всевозможные. Вон, где можно всякие чорипаны покушать. Там сосиски можно покушать. Хот-доги можно покушать. Вот следующая торговая точка. То есть сюда народ приходит погулять. Очень такое тоже насыщенное место. Прийти погулять. Вот, стало оно очень цивильное, сами видите. Вот, чистое. Народ тут бегает, катается на великах, сидит вон под зонтиками. Сейчас еще рано утром, но сидит под зонтиками, кушает. Ну а мы пойдем в цивилизацию. Это я просто подошел показать, что на другой стороне. То есть ширина получается у нас вот одна улица отсюда. Отсюда у нас получается вот одна улица. Потом вон там вторая и третья. То есть в принципе, ну скажем, метров 500 что ли ширина этого района.
Ну, длина, конечно, да, длина существует, то есть топать и топать. Домов много, я думаю, тут еще пустых квартир тоже много, где вы можете себе что-нибудь подобрать. Такие они немножко высокие все. Ладно, пойдем смотреть с другой стороны на это все хозяйство. То есть мы как бы пошли по этой стороне, теперь пойдем немножечко по другой стороне. Осмотримся. Мы повернули около мужичка, как бы это самый. Теперь мы сможем пойти в другую сторону. Машину только рассмотрю хорошо. Так. Вот, Mercedes-Benz. Тут все написано, читайте. Видите? Флеча де Плата, 1954 год. Хуан Мануэль Фанхио. Ну да, это, кстати, знаменитый наш этот гонщик. И вот тут, в общем, ему это посвящено. Это Mercedes-Benz, наверное, которым он выступал. Точно Mercedes-Benz, смотрите. На колесах. Да и вот есть эмблема. Гонщик. Пропустим народ. Ну, они стоят, так что мы пойдем. Если они не хотят ехать, значит, будем возвращаться по другой стороне. По этой мы шли сюда. Надо, чтобы чуть-чуть с другой стороны еще посмотрим. С той стороны находится набережная. Там уже будут одни кустики. С этой стороны глянем, как все выглядит. То есть я же говорил, здесь мало улиц. Но все равно люди наслаждаются вот жизнью. Вон еще одна улица. Ну-ка, что тут у нас? Тоже табличка. Вот с этой стороны пройдемся снова до ресторанчиков, магазинчиков. И пойдем смотреть другое кино. То есть, конечно, это кино будет другое, но у меня еще было плана походить и показать вам немножко микроцентр. Хотя я понимаю, что сейчас там будет очень пустовато, потому что и так офисы почти не работают, так еще и суббота. Но все равно, мы посмотрим, как там, до чего там. Народ должен видеть все в Буэнос-Айресе, где чего им интересно. То есть тут тоже, смотрите, ресторанчики, ресторанчики, ресторанчики. С той стороны ресторанчики. Есть куча переездов. Там переезд, здесь переезд. Puente de la Mujer, потом еще один переезд существует. Так, кстати, тоже на какой-то спортивной машине куда-то едет. Наверное, на какие-то гонки, потому что у него табличка. Пойдем по этой стороне. Мы там были. А теперь пройдемся по этой стороне и перейдем в сторону центра. И начнем новое кино. Здесь еще только прогуляемся. Вот. Надеюсь, вам понравится. Потому что когда вы себе купите здесь квартирку, не забудьте меня пригласить в гости. И пойдем посидим где-нибудь вот тут. Тута. За какими-нибудь вот столиками. Ну, или тама. Как говорит, тута или тама. Здесь. Ой. Туда-сюда ходим.
Альфахорчики. О, сколько тут такая гамбургеса. Но я думаю, цена тут не указана. Вряд ли это вот там 4 восьмерки. Просто нарисовали, что можно такую гамбургесу. А цены меняются каждый день, так что они, наверное, и сами не знают. Они утром смотрят, сколько долларов отсюда и складывают, сколько сегодня будет стоить их гамбургеса. Кстати, деткам нельзя, но вот это более-менее неплохое вино. Вот это из Тиба. Я уже, правда, давненько его не вкушал, но, в принципе, одно из неплохих и недорогих. Но в ресторанах оно, наверное, будет раза в 3 дороже, чем, к примеру, в этом самом, просто в супермаркете. В общем, мы видим, что эта сторона райончика больше ресторанная. И даже подушечки вам под попку положат. Вот, смотрите, видите? Можете, кому там это жестко сидеть, можно вот с подушечкой. Все готовится к приему посетителей. Трется уже с утра. Какая тетя нарисована, одни кости. Одни кости на этом ресторане. Кстати, это корона. Знаете, да? Ну, не вирус корона, пиво корона. Смотрите. Пойдем посмотрим на это корону. А то ж не все знают, что у нас еще корона существует. Вот написано корона. Видите, корона. Вот такая тетка. Типа не пейте пиво. В середине тоже везде кости, скелеты в этом. И вот везде тоже нарисовано все такое. То есть не пейте, люди, корону. Но столиков у короны много, значит, все-таки народ не слушается, приходит и пьет корону на свой страх и риск. Пиво корона. Так, здесь у нас пальмы с кактусами повыставлялись, чтобы было веселее сидеть. Одним словом, мы закончим нашу экскурсию где-то на этом мосту. Досмотрим еще эту часть. Я думаю, что в принципе все понятно, что да как. И начнем новое кино, новую экскурсию. Мы сейчас через мост, так что слушайте, смотрите продолжение, кто хочет увидеть, чем дело закончилось. Мы сейчас через мост пойдем вверх. И пойдем в микроцентр. Мы окажемся сзади кассы Росады. Вот я ее уже там наблюдаю. И вот оттуда мы пойдем и полазим по микроцентру. Мотики, велики, самокатики, все существует. Мотики не видели, велики видели и самокатиков видели. Ресторан. Ресторанты, потому что итальянские. Видите, флажки итальянские, ресторанты на итальянском. Вот. Как раз сегодня в Фейсбуке смотрел одну свою знакомую итальянку. Как на глаза попалась, и тут на тебе ресторан итальянский. Вот. Она в итальянском посольстве работала. И все время меня приглашала там что-нибудь поремонтировать. Ну, не в само посольство, а у нее дома. Так, краны. Краны, понятно, уже остались как монументы. Вряд ли эти краны сдвигались уже последние 100 лет с места. Но когда-то это были, наверное, тут вот разгружались. Наверное, еще в ту пору, когда вот эти корабли плавали. Тогда эти краны что-то разгружали последний раз. Все, народ. Надеюсь, вам понравилось. Я буду оберегать батарейку, потому что хочу еще заснять вам сейчас другое кино для следующего дня. Для любителей Буэнос-Айреса. Так что сильно не пинайте. Я не только вам показываю про прививки, я вам еще показываю Буэнос-Айрес, про то, как люди живут, про то, как собак своих выгуливают. Вон идут, как красивой собачкой гуляют. Видите? Не забывайте лайкать. А то так все позабываете. Вон. Какие у нас тут рисунки существуют. Видите? Девушки с птичками. А вот дамы с собачками. А там занимается каким-то спортом. Скачут.
Или они там танцуют больше всего, потому что что-то они там под музыку скачут. Наверное, это девчонки танцуют. Просто какие-нибудь свои эти фокусы. Ну-ка, посмотрим сейчас. Заценим, скажем так. Чем молодежь занимается в субботу утром? Чем она должна заниматься? Мы отсюда уже не попремся, прямо им в нос тыкать. Но я думаю, это танцы. Хотя, что нам стоит? Дом построить, нарисуем, будем жить. Так что нам стоит посмотреть, чем молодежь в Буэнос-Айресе занимается? Ничего нам не стоит. Сейчас глянем. Ну-ка. Так, подождем, пока они начнут, и вперед. Надеюсь, у вас дома тоже молодежь с утра танцами занимается на улицах, собирается в кучку и занимается танцами. Так что на этой крутой ноте мы и закончим. Что там еще Италика снова написано. Так прям хоть все снимай все время. Ладно, пошли дальше. Народ, я что-то совсем пропустил, даже не обратил внимания на замки бесконечные, навешанные у нас около Пуэнте де ла Мухер. Смотрите, я так понимаю, это парочки вешают свои замки на долгую любовь. И ключики, наверное, выкидывают, я так думаю, в этот самый. Вот, смотрите, видите? Вон, Диего и Жасмин написали, какого числа. И ключики, я так понимаю, в воду. Вот следующие. Смотрите, видите? То есть тут просто этих замков куча. Смотрите, сколько замков в Буэнос-Айресе можно халявно набрать. Ну, если кому это нужно. Такой ключиков нет. Придется нырять, ребятки, за ключиками, чтобы раскрыть это все хозяйство. Народ фотографирует. Некоторые вообще, смотрите, какие крутые замки себе повесили, чтобы совсем уж на всю жизнь. Чтобы он даже не смог сгнить. Там сантиметр у него только дужка. И с той стороны то же самое. То есть тут самих этих замков куча. Вот как это все называется. Пуэнте де ла Мухер. Так что если вы вдруг решили там сильно-сильно скрепить узы любви, вы должны приехать в Буэнос-Айрес, пойти сюда, повесить свой замок, выбросить туда вот ключ. Точно уж туда никто нырять не будет, в эту воду. И тогда уезжаете к себе домой, и все, ваш союз скреплен навсегда. Это уж точно. Тут уж точно никто не приедет, никакой ваш этот третий не бросится в эту воду и не найдет конкретно тот ключ, который вы выбросили. Это уже все 100%. Ладненько, ребятки, пойдем гулять по микроцентру.